В небольшом поселке на окраине равнин долгое время ходили разговоры о коричневой лошади, которую никто не мог удержать. Она была сильной, резкой, пугливой и часто вела себя так, что люди предпочитали обходить ее стороной. Любая попытка приблизиться заканчивалась тем, что животное резко отстранялось, вставало на дыбы и не подпускало к себе никого. Хозяева устали от постоянных проблем. Они решили, что содержать такую лошадь нет смысла, и собирались ее продать, надеясь просто избавиться от трудностей. Для многих это казалось единственным выходом, ведь животное считали непредсказуемым и неудобным. В это же время в поселке жил мальчик. Он был тихим, немного замкнутым, часто оставался один и проводил время рядом со старыми постройками и конюшней. В отличие от взрослых, он не испытывал страха перед лошадью. Наоборот, ему было интересно наблюдать за ней издалека. Однажды он подошел ближе. Лошадь сразу насторожилась, начала нервно двигаться, фыркать и отходить в сторону. Но мальчик не сделал ни одного резкого движения. Он просто остановился на расстоянии и молча стоял, давая ей время привыкнуть к его присутствию. Так прошел первый день. На следующий день он вернулся снова. В руках у него был небольшой кусок еды. Он не пытался подойти слишком близко, не заставлял лошадь ничего делать, а просто оставил угощение на земле и отошел. Лошадь долго наблюдала, не решаясь приблизиться, но любопытство оказалось сильнее. С каждым новым днем мальчик возвращался. Он не требовал от животного послушания, не пытался его приручить силой или приказами. Он просто был рядом. Иногда говорил спокойным голосом, иногда просто сидел неподалеку, позволяя лошади самой решать, как ей реагировать. Постепенно что-то начало меняться. Лошадь уже не убегала сразу. Она стала дольше наблюдать за мальчиком, а потом начала осторожно подходить ближе. В ее поведении стало меньше тревоги, меньше напряжения. Прошло время, и жители поселка заметили, что животное изменилось. Оно стало спокойнее, перестало разрушать ограждения и уже не реагировало так резко на людей. Но многие все еще считали, что доверять ей нельзя. Однажды пришел день, когда лошадь должны были увести и продать. Мужчины из поселка решили, что так будет правильно, ведь, по их мнению, она все еще оставалась опасной. Мальчик, узнав об этом, быстро пришел к конюшне. Он встал у входа и не захотел отходить. Его маленькая фигура казалась хрупкой, но взгляд был уверенным. Он просил не забирать лошадь, говорил, что она изменилась, что теперь она другая. Люди не сразу поверили. Они считали, что ребенок просто не понимает всей ситуации. Но в тот момент произошло неожиданное. Коричневая лошадь сама медленно вышла из конюшни. Без страха, без резких движений, без прежней агрессии. Она остановилась рядом с мальчиком и спокойно опустила голову, словно признавая его присутствие. Наступила тишина. Даже те, кто сомневался, не могли не заметить, что животное стало другим. В этот момент стало ясно, что между ними появилось доверие, которое невозможно было добиться силой. Лошадь, которую считали неуправляемой, откликнулась не на давление и не на страх, а на спокойствие, терпение и доброту. И именно это изменило все. Эта история оставляет важный урок. Любое живое существо можно понять, если не пытаться сломать его силой. Там, где есть терпение и уважение, всегда появляется шанс на доверие.